Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новую рубрику «Медиашот». Сегодня максимально коротко давайте поговорим о том, что случилось с грузинскими футболистами в эту субботу. Я решил сделать эту рубрику просто, чтобы не откладывать дело до воскресенья, понедельника, когда вы уже работаете, уже забыли вообще, что там было в выходные. Поэтому давайте сегодня коротко, а в понедельник уже такой развернутый отчет о всех футболистах со статистикой и подробными данными. Так вот, начать хотелось бы с Зорико Давиташвили, главная звезда, наверное, субботы. Я, признаюсь, не сразу включил матч Анжея Сент-Этьена, но когда включил, ни разу не пожалел, потому что игра была яркая, результативная и, конечно же, блистал в ней, несомненно, Зорико Давиташвили. Опять он один из лучших футболистов в составе своей команды. И представляете, уже 5 забитых мячей после этой игры у него вообще по сезону. А вообще Сент-Этьен забил всего 8 и в 7 забитых мячах принял участие именно Зорико Давиташвили. Потрясающий результат. Ну а что было в этой игре? Ну, прежде всего, был пенальти. Да? Сент-Этьена не все получалось, и пропустили первыми, потом случился этот пенальти. Зорико подошел к мячу, ударил, не забил, вот мне было его ужасно жалко. Потом с добивания мяч все-таки в ворота залетел. Показалось даже сначала, что именно Зорико отправил его туда, но все-таки нет, это был не его гол. Но внезапно рефери свистнул, гол не засчитал и попросил перебить пенальти. На повторе крупным планом было видно, что кто-то все-таки раньше времени вбежал в штрафную. И тут партнер по команде Зорико подошел к нему, поговорил. Я уж подумал, что неужели заберет у него мяч и будет бить сам, но нет. И Зорико пробил совершенно иначе по сравнению с первым разом. Если помните тот самый удар Хвичи в матче минувшего тура, когда он тоже пенальти исполнял. И вообще сейчас вот этот стиль исполнения пенальти, он, наверное, самый популярный и зачастую самый успешный. Так вот, Зорико тоже разбежался, притормозил, и вратарь уже улетел в угол, а он спокойно отправил мяч в другой угол. Так вот, Зорико забил свой первый гол в матче, я об этом опять пошел писать, вам рассказывать. И тут же случился второй гол, уже такой более типичный для Зорико, дальним ударом. Ну и вообще, в принципе, все, что дальше происходило на поле, достаточно равная игра, долгое время счет 2-2 держался. И казалось, вот у Зорико были шансы и третий забить, и четвертый, и даже партнеры по команде уже как будто бы решили, ну давай, брат, грузин, решай эпизод, вот тебе мяч, делай, что хочешь. Но, к сожалению, так в футболе не работает, и Сент-Этьен немного увлекся этими атаками, зевнул 2 контратаки, и в итоге 2-4 проиграл. Но, тем не менее, про личную статистику Зорико Давиташвили я сказал. Это все очень достойно, классные цифры. Что будет еще дальше, я не знаю, посмотрим. Другой герой сегодняшнего дня — это Боду Зевзевадзе. Его Карлсруэ играл дома против берлинской Герты. Ну, тоже вроде бы были фаворитами, но далеко не все получалось. Сложный старт, там пропустили. И Боду Зевзевадзе забил свой очередной мяч. Знаете, такой прекрасный гол. Была верховая передача, он кивком головы забросил мяч в дальний угол. Ну и вообще, в принципе, он по статистике лучший футболист своей команды в этой игре. 8 баллов он набрал, много двигался, было много попыток ударить по воротам, но, к сожалению, в итоге Карлсруэ проиграл, 1-3, Герта выиграла, но, тем не менее, знаете, вторая Бундеслига, она такая какая-то неровная постоянно, и поэтому, в принципе, для команды Буду ничего не потеряно, там сейчас 19 очков у них, у лидера 20, и все очень-очень плотно, поэтому с нетерпением ждем будущих матчей, следим за Буду, у которого, кстати, уже 7+2 в этом сезоне. Офигенные цифры, тем более для второй Бундеслиги. Ночью с пятницы на субботу играл Саба Лобжанидзе вместе со своей Атлантой. Там, знаете, такая была вообще история, что каким-то чудом команда пробилась в плей-офф, и вот на первой стадии там было одноматчевое противостояние против Монреаля, там повели 2-0, Лобжанидзе в этом матче голов не забивал, это было вот в течение этой недели. Но потом была послематчевая серия пенальти, где Саба забил решающий мяч, и вот все идеально. Игроки Атланты исполнили свои удары и в итоге прошли и попали на кого? На Интер Майами, который вообще-то выиграл МЛС, регулярку. И Саба Лобжанидзе знает, как играть против Интера Майами. Я напомню, что когда Месси только пришел в команду, там в матче в Майами как раз-таки Саба отличился, и вообще Атланта выиграла в матче против Интера. Ну а здесь было, конечно, посложнее. Ну, надо отметить, наверное,
навыки вратаря, Гузана, как он вообще тащил, сколько он раз выручал. Но от всех ударов спасти не мог, не дал забить Месси, и то хорошо. Но Саба Лабжанидзе, знаете, уже это стало его таким фирменным стилем, забегание между линиями, открывание под партнеров. Потому что, честно говоря, защитники в МЛС, они постоянно как будто спят. Вот, и если их тренер не разбудит, то в итоге случаются голы, и команда проигрывает. Ну, вот здесь случилось именно так. Саба забежал, офсайда не было, передачи между линиями. У него было очень много времени, чтобы осмотреться, как-то примериться к воротам и отправить мяч в дальний угол. Тем не менее, несмотря на такую пассивность защитников, отметим действия Сабы. Вообще, в принципе, он по сезону хорошо идет. И хотелось бы, чтобы вот в следующем матче, который Атланта будет проводить уже дома против Интера, все-таки какая-то интрига у нас осталась. Серия до 2 побед. Если в этом матче Атланта проиграет, то для Лабжанидзе плей-офф МЛС закончится. Не знаю, поедет ли он в Грузию, вызовут ли его в сборную, кстати, или нет, но вот хотелось бы, чтобы и эта такая североамериканская сказка тоже продолжалась. Ну и еще последнее такое, наверное, важное событие сегодняшнего дня – это голевые передачи Георгия Зари. Он играл сегодня за футбольный клуб «Кайрат», выездной матч против ЖТСУ, там пропустили быстрый гол. И Зари, он постоянно фигачил с угловых, подачи, потом в штангу даже сам попал, обидно было, ужасно. Вот что-то не хватало команде все время. В итоге одна из его подач с углового завершилась сначала первым голом, там Мартунович отличился, и потом уже буквально в концовке тоже подача, ну да, там мяч немного отрикошетил, но в итоге Кайрат забил второй мяч, команда выиграла. И, кстати, продолжает борьбу за чемпионство. Остается совсем немного в Казахстане, здесь 2 тура всего. Ну, а я скажу, что на моем канале совсем скоро выйдет интервью с другим футболистом Кайрата, Лукой Гадрани, который сейчас пока на травме, но вот есть вероятность, что он к ближайшим матчам вернется. А я напомню, что Лука, он выступал в свое время за Рустави вместе с Хвичи Кварацхели, с Георгием Мамардашвили, и совсем недавно, в сентябре, вызывался тоже в состав национальной сборной Грузии. Там мы с ним и поговорили вообще, как себя ведет Саньоль, вообще, что знает Лука про поведение Георгия Мамардашвили, каким был Хвича в детстве. В общем, много интересного, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, колокольчик ставьте, не пропустите это интервью. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Вот такой медиашот. Надеюсь, что вам было все понятно, все интересно. Если вам это нравится рубрика, ставьте лайки, пишите в комментариях. Постараюсь чаще вас радовать. Вот такие видео, экспресс-анализ по итогам дня, по итогам прошедших матчей. Здесь в Алматы уже совсем поздно, но я надеюсь, что у вас будет сегодня прекрасное воскресенье, и вы проведете его с пользой. До новых встреч. Счастливо.